Привет всем! В сегодняшнем видео будет обзор на планшет Artisul D16 Pro. Начнем, как обычно, с распаковки. Первое, что мы видим, открыв коробку, это сам планшет. На первый взгляд его экран выглядит очень глянцевым, но не пугайтесь, это защитная пленка. А на самом планшете есть антибликовая защита. Благодаря этому не будет никаких бликов при рисовании. На корпусе планшета есть настраиваемые кнопки и колесико прокрутки. Под планшетом находится подставка, имеющая 6 уровней наклона. На планшете и подставке имеются прорезиненные полосы, благодаря чему планшет не будет скользить. Также в комплекте идет перчатка, салфетка для чистки экрана, инструкция, в которой есть описание на русском языке, карточка со ссылками на драйвера и гарантийный талон. В комплекте, конечно же, есть перо, кабели для подключения планшета, сменные стержни и чехол или пенал для пера. Также розетки для разных разъемов. Итак, что бы мне хотелось сказать об этом планшете после нескольких дней его использования. Мне очень понравилось качество сборки корпуса планшета. Все собрано довольно-таки аккуратно, ничего не болтается и материалы приятные на ощупь. Также антибликовое покрытие очень качественное, ничего не бликует, не отражается даже в довольно светлом помещении. Я не уверена, может покрытие на моем вакууме просто затерлось от долгого использования, но я почувствовала заметную разницу, когда начала рисовать на планшете Artisul. Это можно отнести к плюсам. Также порадовало наличие кнопок на корпусе, которые можно настроить под свои нужды. Я не часто пользуюсь кнопками на корпусе планшета, но уверена, что для многих их наличие будет полезным. Еще мне очень понравилось колесо прокрутки на планшете. С его помощью можно менять размер кисти, масштабировать изображение, управлять прокруткой и делать другие вещи, переключаясь между разными режимами. Это прямо супер удобно. А еще это колесико прикольно так светится, и можно выбрать цвет подсветки на ваш вкус. Порадовало еще, что яркость экрана можно регулировать кнопками прямо на корпусе. Я довольно часто переключаю яркость экрана на своем планшете, и мне для этого каждый раз приходится лезть в настройки планшета и менять яркость там. Это не занимает сильно много времени, но при частом использовании начинает напрягать, поэтому регулировка яркости кнопками на корпусе меня лично очень порадовала. Еще огромным плюсом, на мой взгляд, является небольшое количество проводов. Хоть в комплекте и идет еще и розетка, но по факту ее можно и не использовать. Для работы планшета достаточно подключить его к ноутбуку через разъемы HDMI и USB. У экрана планшета очень хорошая цветопередача. Картинка яркая и четкая. Тут у меня нет никаких нареканий.
Скорость отклика тоже очень хорошая. Задержки отклика при рисовании замечено не было. И, конечно же, размер экрана просто огромный плюс. Мне очень понравилось рисовать на таком формате. А вот перо меня не очень порадовало. Когда держишь его в руке, вес пера практически не ощущается. Создателями это заявлено как достоинство, но мне кажется, перо уж слишком легкое. Лично мне удобнее рисовать, когда перо все-таки немного тяжелее. И материалы, из которых сделано перо, по ощущениям, прямо очень дешевые. И также нет прорезиненной вставки, что очень не помешало бы. Если сравнивать с самим планшетом, то может создаться такое впечатление, что стилус вообще не от него. Такая большая разница между качеством корпуса планшета и пером. Также при рисовании стержень, как мне показалось, слишком сильно подвижен. Есть ощущение, словно нажимаешь кнопку, когда начинаешь рисовать. Это не так критично, но нужно время, чтобы к этому привыкнуть. В общем, можно сказать, что перо в целом мне не особо понравилось. Но зато меня очень порадовала подставка для планшета. Во-первых, плюсом является уже то, что она есть. Знаю, что во многих других бюджетных моделях планшетов на подставки экономят и вообще не кладут в комплект. Но кроме того, подставка очень устойчивая и не занимает много места. Когда ее используешь, можно быть уверенным, что планшет не упадет, если ты случайно заденешь подставку. Честно говоря, я даже стала использовать эту подставку, когда рисую на своем вакоме. Потому что та подставка, которая была у меня, очень неустойчивая, и мой планшет периодически падает с нее. Не очень понравилось мне то, что когда я только распаковала планшет, под защитной антибликовой пленкой уже была пара маленьких пузырьков воздуха. Это не так уж ужасно, так как пузырьки были не на рабочей области, а с самого края планшета, но все же это не очень приятно. Также к минусам можно отнести отсутствие подставки для пера. И так как нет подставки для пера, то сменные наконечники вам тоже придется хранить просто в пакетике. Конечно, можно все это сложить в пенал для стилуса, но наличие подставки было бы не лишним. В этот раз я решила не озвучивать все характеристики, а просто покажу их вам на экране, чтобы вы могли сами посмотреть и решить, подходят они вам или нет. Планшет без проблем можно использовать при работе с разными программами, такими как Photoshop, SAI, MediBank, Clip Studio Paint и другими. Единственное, у меня не получилось рисовать на нем в старой версии SAI. Курсор в окне программы сильно расходился со стилусом, при том, что при переходе в любое другое окно все работало как надо. Но тут, скорее всего, дело не в планшете, а в самой версии SAI, которая у меня установлена. После установки SAI 2 все стало работать как надо. Так что имейте в виду, что если вы, как я, до сих пор рисуете в старом SAI, то возможно вам тоже придется перейти на его новую версию.
Подводя итоги, можно сказать, что несмотря на некоторые имеющиеся у этой модели минусы, плюсов все-таки больше. Работает планшет хорошо, все характеристики соответствуют заявленным. Хоть фирма Artisul пока мало известна, у них более качественные продукты, чем у известных производителей примерно той же ценовой категории. И если для вас не критичны небольшие недочеты и главное, чтобы планшет работал и можно было создавать качественные рисунки, то стоит обратить внимание на этот планшет. Очевидный его плюс – это цена. Он очень бюджетный. И если вы хотите экран побольше, но не хотите сильно тратиться, то я считаю, что это отличный вариант. На этом у меня все. В описании к видео вы можете найти ссылки на магазин Artisul, на этот планшет, а также купоны на скидку. Не забывайте подписываться на мой канал, если вам понравилось это видео. Ставьте лайки и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.